Всем привет, друзья! Главный дилетант на связи. Сегодня мы говорим прежде всего о назначении Николая Тищенко новым членом трехсторонней контактной группы. Ну или, скажем так, об его присоединении к этому процессу. Вы знаете, я думал, что дно политическое, дно маразма действующая власть уже пробила. Но оказывается нет. Есть еще порох в пороховницах, есть еще куда спускаться. Знаете, все равно, как некогда самая глубокая шахта на Кольском полуострове, да, несколько лет назад этот рекорд был перебит, но тем не менее, вот казалось бы, зачем туда еще глубже и глубже и глубже? Где вот это самое дно? Но также и действующая власть демонстрирует нам, что дна как такового нету. Оно все ниже, с каждым днем и ниже. Кем будет Тищенко в трехсторонней контактной группе? Ну, неким таким смотрящим за старыми советскими окаменелостями, как то господин Кравчук и господин Фокин. Будет, в общем-то, там колебаться с линией партии, ну и направлять сих уважаемых некогда людей, вернее их риторику в нужном направлении. Причем сам он уже заявил, что будет подходить к переговорному процессу в новом формате. Я просто вижу уже этот кладезь множества дегенеративных идей. Ну, что можно посоветовать Велюровому Тищенко? Ну, наверное, вспомнить старые хорошие приемы, как примиряют разные враждебные стороны. Организовать соревнования по юмору. Команду КВН какого-нибудь там армейского ДНРовского корпуса, ну и представителей адептов зеленого мира. В общем, как я и говорил, минский процесс заходит все дальше и дальше в тупик. Перспектив нет у него никакого. На сегодняшний день фактически это единственный рычаг, с помощью которого Зеленский может удерживать на плаву свое предвыборное обещание относительно достижения мира, поэтому он за него будет цепляться. Не исключен вариант, когда в этот переговорный процесс будут включены и более трэшевые фигуры, чем главный велюрщик нашей страны. Но кто это будет, тяжело даже себе представить, но очевидно более трэшевым было бы назначение кого-то из ОПЗЖ в эту трехстороннюю контактную группу. Правда, тогда уже неизвестно, с чьей стороны будет этот представитель, со стороны Украины или со стороны там, Российской Федерации, либо террористических республик. Все это происходит на фоне того, как некогда чуть ли не главный коррупционер молодой страны господин Юрченко вышел под залог 3 миллиона гривен. Кстати, я так и не выяснил, кто за него внес. Может быть, в СМИ уже где-то информация эта прошла, но как бы я за всей этой суматохой это пропустил. Такой себе чувачок остался в парадигме того, что он честный депутат. Вот только сегодня он заявил, что не собирается сдавать мандат. Почему? Потому что народ ему доверил, и он еще во что-то верит. Неужели вот он не понял, даже в силу своего младенческого возраста и, очевидно, небольшого уровня IQ, что он уже отыгранный материалец? Может быть, он когда-то еще и войдет в парламент, может быть даже, я этому абсолютно, кстати, не удивлюсь, учитывая те вещи в правоохранительной системе нашей страны, которые происходят последние 1,5 года, что и уголовное преследование, уголовное дело, вернее, будет закрыто и так дальше. Но неужели он думает, что хоть один здравомыслящий человек ему хоть на йоту поверит? Ну и, кстати, вот знаете, много раз мы уже с вами говорили об отсутствии политического опыта. Но нельзя ему было сразу после выхода ничего говорить. Иногда нужно держать паузу. Ну, пацан еще, младенец, что сказать. Хотел немножко срубить по-легкому, ну и получи конец своей политической карьеры. Кому-кому, а ему не удастся сыграть на том, что против него какие-то враги, либо мусорная мафия затевает
какой-то сговор, и даже ему не получится, как Гео Лерусу, уйти в оппозицию к действующей власти. Почему? Потому что он плоть от плоти ее, кровь от крови ее. Ну а что действующий президент, спросите вы? А ничего. Такой себе, знаете ли, человек с мировоззрением одуванчика, как бы наблюдает за этим и осуждает, как бы иногда даже говорит какие-то правильные вещи, но слова-то расходятся с делами. Вот, допустим, даже провал этой блистательной показухи с так называемым освоением фонда борьбы с коронавирусом, да, который был потрачен на что угодно, кроме как не на прямое противодействие эпидемии. Так вот, эта, кстати, блистательная показуха-то разбилась в момент о статистику заболевающих каждый день людей коронавирусом. И вот у всех возникает резонный вопрос. Ну вот хорошо, катали бы миллиарды в асфальт. Очевидно, это через какой-то там 2-3 года даже принесет незначительный рост экономики. Если, конечно, дороги строили нормально, соответствующим образом. Но вопрос в другом. Сейчас есть опасность. Где доплаты врачам? Я вот общался буквально с людьми, с медиками из Тернопольской и Ровенской области вчера и позавчера со своими знакомыми. Нету доплат. Где обещанное страхование медицинских работников? И вот тоже нет. Так может быть не надо было вкатывать деньги в асфальт? Может быть действительно нужно было поддержать медиков, как вы это и обещали, господин президент? Ну, на этом на сегодня все. Мы всегда будем держать одну руку на пульсе, а вторую на горле. Для того, чтобы можно было высказать свое мнение и узнать правду, по крайней мере, правду, ту, какую видим ее мы. Если вам понравилось, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк. Ну, не забудьте подписаться. Скоро увидимся. Пока-пока.